Здравствуйте! Приветствую вас на своем канале. Сегодня будем вязать вот такую тигровую повязку с помощью тунисского вязания. Крючок брала 5 миллиметров для этой повязки. Пряжа у меня Нака, Аляска. В 100 граммах 204 метра. Итак, для повязки я набрала 14 петель воздушных. Раппорт узора 6 петель плюс 2 кромочные. Сейчас вяжу установочный ряд, поднимаю из каждой петли цепочки петлю. И всего у меня на крючке должно оказаться 14 петель. На крючке 14 петель. Сейчас буду вязать обратный ряд установочного ряда. Провяжу сначала одну, потом буду провязывать по 2 петли. Так буду вязать до конца ряда. Провязала первый установочный ряд. Теперь буду переходить к первому ряду узора. Поднимаю, как обычно, 3 петли, 2, 3, подняли 3 петли. Далее буду провязывать 6 столбиков с накидом. То есть также за каждую перемычку вытягиваем петлю с накидом и провязываем столбик с накидом. Всего нам сейчас надо провязать 6 столбиков с накидом. 3, 4 столбик с накидом, 5 столбик с накидом и 6 столбик с накидом. Провязали. Провязали 6 столбиков с накидом. Далее 3 обычных тунисских столбика вытягиваем. И остается еще кромочная петля. Поднимаем кромочную петлю. Все, петли подняли. У нас 14 петель на крючке. Закрываем сначала одну. Потом будем закрывать по 2 петли до тех пор, пока у нас на крючке не останется 2 петли, для того, чтобы нам поменять цвет. На крючке 2 петли, беру коричневую нить и меняю цвет. Провязываю 2 петли вместе. Все, цвет поменяли. Теперь коричневым цветом мы всегда будем вязать, вот поднимать петли таким образом, как будто мы провязываем изнаночный столбик. То есть заводим крючок сзади полотна, обхватываем эту перемычку и вытягиваем петлю. То есть принцип такой, как будто мы вяжем изнаночный столбик. Вот поднимаем таким образом петли. Тоже у нас на крючке должно оказаться 14 петель. И у нас образуется вот такой объемный элемент на узоре. Так будем вытягивать петли до конца ряда. И затем будем закрывать. На самом деле делается все легко, просто на камеру не очень удобно показывать. А так это все гораздо быстрее вяжется.
Вот так у нас получается. Осталось еще немножко. Ввожу крючок сзади полотна, обхватываю перемычку спереди, вытягиваю петлю. Так до конца. Последнюю кромочную петлю мы будем поднимать как обычный тунисский столбик. Так вот. Остается кромочная петля, ее поднимаем как обычно. Так, подняли петли коричневым цветом. Теперь закрываем сначала одну, потом по 2 петли. До тех пор, пока у нас на крючке не останется 2 петли, для того, чтобы нам поменять цвет. На крючке 2 петли осталось. Меняем цвет на оранжевый. Провяжу 2 эти петли вместе. Меняю цвет. Так, теперь переходим к третьему ряду. В прошлом ряду мы начинали с обычных тунисских столбиков, а сейчас мы провяжем 3 столбика с накидом. Первый столбик. Так, секунду. Первый столбик с накидом. Второй столбик с накидом. Подхватываем за перемычки, которые находятся спереди. Третий столбик с накидом. Провязали 3 столбика с накидом. У нас на крючке кромочная и 3 столбика с накидом. Теперь поднимаем 6 обычных столбиков. 2, 3, 4, 5, 6. Подняли. И у нас остается еще 3 столбика. Их мы провяжем столбиками с накидом. То есть здесь как бы в шахматном порядке получается. Первый столбик с накидом. Второй столбик с накидом. Третий столбик с накидом. Провязываем. Провязали. И остается кромочная петля. Мы ее поднимаем как обычно. Вот провязали. То есть первый и третий ряд вяжутся в шахматном порядке. Закрываем в обратном ряду сначала одну петлю, потом по 2 петли до тех пор, пока у нас на крючке не останется 2 петли, для того, чтобы мы могли поменять цвет. Так, на крючке 2 петли, меняем цвет на коричневый. Все четные ряды мы будем вязать одинаково. Заводим крючок сзади полотна, обхватываем тело столбика, не знаю, как это правильно назвать, и вытягиваем петлю. Так продолжаем до конца ряда, поднимаем все петли. И потом будем закрывать. То есть, как видите, все очень просто. Труднее показывать.
Подняли петли. Теперь закрываем сначала одну петлю, потом по 2 петли до конца ряда, до тех пор, пока у нас на крючке не останется 2 петли для того, чтобы поменять цвет. На крючке 2 петли, меняем цвет на оранжевый. И теперь узор повторяем с самого первого ряда. Раппорт узора в высоту мы связали. То есть прошлый ряд мы начинали с 3 столбиков с накидом. Самый первый ряд у нас было 3 обычных столбика. Вот их и провязываем. Поднимаем 3 обычных столбика. 2, 3. Теперь 6 столбиков с накидом. Точно так же, как в первом ряду. То есть теперь узор повторяем с 1 по 4 ряд и вяжем полосу, равную обхвату головы. Связали 6 столбиков с накидом. Теперь у нас остается 3 обычных столбика, как в первом ряду. Поднимаем первый столбик, второй столбик и третий столбик. Подняли петли. И кромочную последнюю поднимаем, как обычно. А теперь, как в первом ряду, закрываем. Также сначала одну, потом по 2 петли. До тех пор, пока не останется 2 петли. И будем менять цвет. Так вяжем с 1 по 4 ряд на длину, равную обхвату головы. Вот я уже связала полосу, равную обхвату головы, соединила ее столбиками без накида. Вы можете соединять как вам удобно, можете с помощью иглы это сделать. И уже начала обвязку. То есть одну сторону я уже обвязала, и вот сейчас покажу, как я обвязывала. Так, я все почти свои изделия обвязываю. Мне очень эта обвязка нравится. Напоминает рачий шаг. Так. Обвязываю тоже крючком 5 миллиметров. Ввожу крючок, вытягиваю петлю, оборачиваю полученные 2 петли рабочей нитью и провязываю 2 петли вместе. Снова ввожу крючок, вытягиваю петлю, оборачиваю рабочей нитью полученные 2 петли и провязываю их вместе. И так далее. То есть в каждый ряд, здесь вообще очень удобно, в каждый цвет по одной петле. То есть теперь в коричневую, следующий в оранжевую. Буду вводить крючок, вытягивать петлю. Очень просто это сделать. Так вот буду делать такую обвязку до конца ряда. До тех пор, пока не обвяжу. И повязка будет готова. Получается аккуратный зубчатый край. Вот такая повязка получилась у меня. Творческого вдохновения и вам. До новых рукодельных встреч!